Всем привет! Сегодня мы с вами будем осматривать главные достопримечательности Казани. Я покажу, что можно посмотреть в столице Татарстана за один день и поделюсь интересными фактами. Я прилетела в Казань в первый раз, поэтому решила сразу отправиться на экскурсию, чтобы познакомиться с городом и культурой Татарстана. Выбрала самый популярный обзорный тур, который охватывает главные достопримечательности. В описании под видео я оставлю для вас ссылку на эту экскурсию. Тур хороший и интересный. Пользуйтесь! Во время экскурсии мы перемещались между объектами на большом туристическом автобусе, а основные достопримечательности Казани осматривали пешком. Весь тур длится около 5,5 часов. Начнем прогулку со Старо-Татарской слободы. Это колоритный и душевный уголок старинной Казани в центре современного города. Здесь стоит погулять по пешеходным улочкам, полюбоваться цветными деревянными домиками, заглянуть в музей Чакчака, рассмотреть детали знаменитой мечети Марджани. Старо-Татарская слобода сформировалась в XVI веке, когда Иван Грозный выселил татар за границу Казани. Мечети при царе были под запретом, а дома строили только из дерева. Позже слобода разрослась и похорошела, а при Екатерине Великой и вовсе расцвела. Со временем многое было утрачено, но сегодня мы снова можем любоваться этими цветными домиками и представлять, как жили татары много веков назад. Чудесное озеро Кабан во все времена являлось природной границей между Казанью и Татарской слободой. А сегодня это излюбленное место отдыха горожан и туристов. Вдоль всего озера обустроена набережная с прогулочными дорожками, лавочками и прокатом катамаранов. На экскурсии вам расскажут, чем славится озеро Кабан и почему у него такое странное название. Идем дальше. Прямо на берегу озера Кабан, рядом со знаменитым театром имени Камала, расположен впечатляющий фонтанный комплекс. Здесь стоит прогуляться. Среди танцующей фонтанной группы расположена скульптура «Загадки Шурале». Она создана по мотивам сказки татарского писателя Габдуллы Тукая. Послушав легенду и сделав фотографии, мы отправляемся дальше. Пока мы едем к следующей достопримечательности, гид рассказывает нам об особенностях жизни в Татарстане и о том, как менялась Казань. Многие городские объекты были открыты в честь тысячелетия города несколько лет назад. Среди них, например, парк Миллениум. Советую в нем погулять. Казань – очень красивый город. Здорово, что он все время развивается. А в этом месте мечтают побывать паломники со всей страны. В 1579 году на территории Богородицкого монастыря чудесным образом была явлена икона Божьей Матери. Через 2 века на этом месте построили величественный собор. Он простоял недолго. В 1932 году его взорвали, а монастырь упразднили. Лишь в наши дни глава Республики Татарстан взялся за воссоздание этого священного места. Так, в 2021 году собор Казанской иконы Божьей Матери Богородицкого монастыря вновь открыл свои двери для прихожан. Внутри находится та самая икона, обретенная в XVI веке. В этом месте гид расскажет вам и чудесную историю о юной девушке, которая увидела этот образ, и о разрушении и воссоздании храма, и, конечно, о самой иконе.
А мы отправляемся гулять по Казанскому Кремлю. На его территории расположено сразу несколько достопримечательностей. Здесь и знаменитая падающая башня Сююмбике, которая отклоняется от своей оси более чем на 2 метра, и несколько красивых старинных церквей, и резиденция главы Республики Татарстан, и музей пушечного двора. Ежегодно Казанский Кремль посещает более 3 миллионов туристов. Это древнейшая часть Казани, на территории которой расположен целый комплекс исторических и архитектурных памятников. Кремль – объект всемирного наследия ЮНЕСКО и самая важная достопримечательность столицы Татарстана. Среди всех соборов Казанского Кремля особенно выделяется Благовещенский. Этот храм самый древний в Казани. В свое время здесь молились почти все императоры, посещавшие город, а также члены их семей. Также на территории Кремля расположена лучшая смотровая площадка Казани. Отсюда открывается чудесный вид на город. А вот и символ Казани – роскошная мечеть Кул-Шариф, нарядная и сказочная. Историческое здание мечети было разрушено в 1552 году во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Воссозданная мечеть Кул-Шариф была открыта лишь в 2005 году. Она прекрасна как снаружи, так и внутри. Мечеть моментально погружает вас в восточную сказку. Рекомендую побывать рядом с ней дважды – днем и после заката, когда минареты и купол подсвечиваются. Зайти внутрь можно бесплатно. Для туристов здесь предусмотрен отдельный балкон. Я уверена, что история мечети и ее чудесная архитектура навсегда останутся в вашей памяти. Кремль в Казани – это особенное место. Здесь оживает история древнего города. И именно здесь ты влюбляешься в него еще сильнее. А сейчас мы будем гулять по Казанскому Арбату, пешеходной улице Баумана. Но сначала немного перекусим. Я взяла не просто экскурсию, а тур с традиционным татарским чаепитием. Мы зашли в кафе, где готовят татарские сладости по старинным рецептам. К чаю туристам предложили 3 десерта, а желающие могли дополнительно заказать и другие татарские блюда. Конечно, первым делом мы пробуем чак-чак – знаменитый медовый торт. А пухлая трубочка – это баурсак. С его появлением связана забавная история, которую нужно слушать именно в Казани. Также среди сладостей талкыш-каливе – пушистый десерт из медовых нитей, который немного напоминает сладкую вату. Все эти сладости можно было купить и с собой. Довольные и сытые мы идем гулять. Пешеходную улицу Баумана часто называют Казанским Арбатом. Ее протяженность составляет почти 2 километра. Здесь расположены многочисленные кафе и рестораны, развлечения для всей семьи, отели и сувенирные лавки. Главные достопримечательности улицы Баумана в Казани – это красивые купеческие дома, памятник коту Казанскому, аллея татарских звезд, копия кареты Екатерины Великой, памятник Шаляпину и уличные часы в арабском стиле. На улице Баумана обычно многолюдно. Тут отдыхают и туристы, и местные жители. Здесь всегда есть чем заняться. В вечернее время Казанский Арбат становится особенно оживленным. А если вам хочется сделать фото на фоне казанского кота без толпы туристов или посидеть в карете Екатерины II, отправляйтесь на улицу Баумана ранним утром.
Примерно до 9 часов здесь почти никого нет, так как все заведения еще закрыты. Я надеюсь, что вам понравилась моя экскурсия по Казани и что вы уже полюбили столицу Татарстана. Если это так, поставьте лайк моему видео. Напомню, что в описании под роликом я оставила для вас ссылку на автобусный пешеходный тур, который брала сама. Отправляйтесь гулять по Казани с гидом или своим ходом. И не забудьте подписаться на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.